Друзья, добро пожаловать на мой кулинарный канал «Записки пользователя» или «Вы гениальны». И сегодня наш выпуск посвящается любителям пирогов. Мы с вами приготовим прекрасный, нежный, воздушный, сдобный пирог на дрожжевом тесте с начинкой из риса и лосося, или, как ее иначе называют, красной рыбы. Друзья, в видео я готовлю одну порцию теста. Она предназначена для 2 пирогов. Для одного пирога нужно пол порции теста. Сейчас вы увидите таблицу расчета ингредиентов на один пирог. И также в описании будет расчет ингредиентов для одного пирога. Нам понадобится 3 яйца, 500 мл молока, примерно 900 граммов муки, 1 чайная ложка соли, 70 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 11 граммов моментальных дрожжей. Для начинки на один пирог нам потребуется рис 300 граммов, лосось или красная рыба 600 граммов, 1 луковица. Какую брать красную рыбу, какого брать лосося? Любой, который вам нравится. У меня горбуша. Итак, приступаем. И вначале мы займемся тестом. Молоко переливаем в кастрюлю и подогреваем его до температуры 38-40 градусов Цельсия. Добавляем молоко, подогретое, дрожжи. Размешиваем их. Добавляем сахар и соль. Яйца разбиваем в кастрюльку, чашу. Взбиваем их венчиком. Соединяем яйца с молоком, дрожжами, сахаром и солью. Все перемешиваем венчиком. Сливочное масло подогреваем на плите. Масло у нас должно быть в сметанообразном состоянии. Теперь муку мы частями просеиваем в чашу для замеса теста. 1/4 часть просеянной муки оставьте в сторону, а в остальную частями добавляем молоко, яйца и дрожжи. Добавляем и размешиваем. Снова добавляем. И так всю жидкую составляющую нашего теста. Добавляем постепенно и ту муку, которую мы отставили, 1/4 часть, и замешиваем уже вручную. Сейчас мы с вами будем замешивать на рабочей поверхности. Рабочую поверхность припыляем мукой и вымешиваем тесто на столе. Теперь добавляем в тесто, в серединку теста, понемногу сливочное масло и продолжаем замешивать. Это мы делаем уже в конце замеса. У нас уже конец замеса. И так мы добавляем все сливочное масло. Тесто мы вымесили до однородности с маслом. Оно у нас уже готово, к рукам не липнет. Это показатель. Если липнет к рукам тесто, вымешивайте дальше. Значит, вы недостаточно вымесили тесто. И теперь в чашу, в которой будет подниматься тесто, просыпаете дно и стенки мукой. Кладете тесто, накрываете полотенцем и ставим тесто в теплое место примерно на полчаса. И сейчас мы с вами будем заниматься начинкой. Как раз когда тесто у нас поднимется, мы с вами и приготовим начинку. У рыбы отрезаем хвост, голову и плавники. Рыбу нарезаем на стейки примерно по сантиметр, 1,5 толщиной. Рыбу мы будем отваривать до полуготовности. Из рыбы мы порезали стейки, вода закипела. Теперь опускаем рыбу в кипящую подсоленную воду и варим после закипания 7-10 минут. Для начинки рис промойте до светлой воды. Положите его в кастрюльку и залейте 300 граммов риса 360 миллилитрами воды. Ставим на плиту, ждем закипания. После закипания мы убавляем огонь на средний и варим в течение 20 минут. Крышку не открываем. Рис закипел, добавляем соль по вкусу. Крышку закрываем плотно и варим 20 минут. Теперь лук нарезаем четвертинками или половинками колец. На сковороду добавляем масло, распределяем его, кладем лук и отправляем поджаривать его. Лук периодически помешиваем и жарим до золотистого цвета. Рыбу мы отварили, откинули на дуршлаг, слили всю воду и теперь мы удаляем все кости. 20 минут прошло, рис готов. Снимайте крышку, добавляйте 30 граммов сливочного масла и все тщательно перемешиваем.
начинка у нас уже вся готова. Рис отварился, лук поджарился, рыба отварилась, и мы у рыбы удалили кости. Приступаем к приготовлению пирогов. Прошло полчаса, тесто уже поднялось и готово. Рабочую поверхность припыляем мукой. Тесто кладем на рабочую поверхность и начинаем формировать пирог. Пирог мы будем выпекать в круглой форме. Большого диаметра 40 сантиметров. Теперь мы тесто делим на две неровные части, 40 и 60%. 60% оставляем на дно пирога, а 40 на верхнюю часть пирога. Рабочую поверхность мы подпыляем мукой и раскатываем тесто по диаметру нашей формы. Дно формы и бортики смажьте растительным маслом. Мы тесто раскатали толщиной примерно сантиметр полтора. Теперь переносим его на противень и растягиваем по периметру противня и делаем бортик. Сделали мы бортик, распределили тесто и теперь кладем сверху нашу рисовую начинку и распределяем ее равномерно. Распределили равномерно рис и теперь раскладываем его также равномерно по всему периметру. Лук мы распределили равномерно и теперь раскладываем рыбу. Теперь делаем Верхнюю часть пирога раскатываем тесто по диаметру нашей формы толщиной 1-1,5 см. Накрываем пирог верхней частью, растягиваем его и распределяем. Теперь соединяем верхние и нижние слои теста, защипываем их в косичку. Пирог отправляем в теплое место для расстойки на 20-30 минут. Время индивидуально и зависит от температуры окружающей среды и активности дрожжей. Пирог должен увеличиться в объеме. Пирог уже готов к тому, чтобы его мы отправили в духовку для запекания. Смазываем его по желанию сверху яйцом, желтком яйца и ставим в духовку. Духовку разогреваем на 200 градусов и ставим примерно на 30 минут. Время выпекания индивидуально и зависит от особенностей вашей духовки. Друзья мои, 30 минут прошло. Великолепный пирог с красной рыбой, лососем и рисом готов. Какой стоит волшебный аромат. И сейчас пирог мы вынимаем из формы, а после того, как он немного остынет, его можно будет дегустировать. Отрезаем пирог. Посмотрите, какое воздушное тесто. Пушистый, упругий, великолепный пирог у нас с вами получился. Друзья, мы уже продегустировали. Какое нежное, легкое, воздушное, тающее во рту тесто. И удивительно вкусная начинка из красной рыбы и риса. Классическое сочетание рис и лосось. Я думаю, любой гурман исходит слюной. Но вы можете все это приготовить сами, и у вас получится обязательно, потому что вы гениальны, и иначе быть не может. Приглашаю вас на чай. Приятного вам аппетита. Готовьте с удовольствием. С вами была Пульхерия. Друзья, а на канал вы подписались? Не забывайте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Пишите комментарии и до новых встреч, друзья! До новых встреч, новых видео! Ведь вы хотите увидеть новые видео. Пока-пока!